И всем здравствуйте, мы находимся на, можно сказать, тестовом сервере, но не совсем обычном тестовом сервере, кто не знает. У нас не так давно началась схватка в осаде. Это новый режим, который заменил битву с тенями хаоса, начиная с 4-го сезона. Но, согласно последней информации, которую мы получили от разработчиков, что с 7 апреля нас ждет глобальное обновление. И сезонность игры, она закончится. И, соответственно, скорее всего, теней хаоса мы больше не увидим. И уже у всех будет именно этот режим начинаться после того, как мы отбиваем континентальное испытание последнюю неделю. И давайте посмотрим, что мы здесь уже успели увидеть. Ну, конечно, у нас достаточно информации из Китая, в том числе Челленджер выкладывал довольно-таки вроде бы подробную информацию, опять же, с Китая, да, как выглядит этот режим и все остальное. Но с тех пор, насколько я помню, уже произошли некоторые изменения. Ну и плюс с переводом, да, и уже официальная вот эта вот версия именно на глобальных серверах все-таки, наверное, будет смотреть интереснее, во-первых, во-вторых, более актуально. Ну, здесь в первую очередь давайте посмотрим боевой пропуск. Он здесь такой же, как и всегда, на любой режим у нас, да, дается 900 вот этих очков контракта. Здесь у нас такая вот награда, стоит он $15, либо в рублях, сами знаете, курс хороший, и где вы можете приобрести, давайте я вам сейчас подскажу. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХ-шечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Что же представляет из себя сам режим? Давайте начнем вот с этой штуки, которая здесь опять же сразу встречает нас на главном экране. Здесь есть возможность открывать, как вот вы видели, не видели в событиях, да, это у нас, можно сказать, случайный ларец, мешочек или как его, треугольничек, который мы прокачиваем несколько раз, пытаемся, по крайней мере, и в зависимости от того, сколько мы его прокачали, там разное качество у него может быть, то есть от там эпического, по-моему, до мифического там какого-то уровня. В зависимости от того, сколько мы прокачали удачно, мы получаем случайную награду определенного уровня. Ну и там разные награды, то есть косметические очки, гелиолиты, окаменелости, вот такой, осколки легендарного героя. И таких ларцов мы можем получать в день до 10 штук. Начинаем мы с 5 штук, но каждый день на одну штучку у нас здесь увеличивается. Как мы их получаем? А мы, собственно, играем в этот режим. Этот режим представляет из себя битву двух серверов. У нас выбирается сервер-противник, как вот, допустим, у нас определялось, с каким сервером будет слияние. Если вдруг у нас активность на сервере падает, нам система, можно сказать, подсовывает, подбирает сервер, похожий по активности и по силе на наш сервер. И здесь примерным образом, таким же, да, происходит подбор противника именно. И получается, здесь мы играем за синих. Противник наш красный. К сожалению, разработчики не додумались показать, где наш сервер. Здесь нету нигде отметки, что мы именно на синем. Это уже надо догадываться самим. Но это очень-очень на ровном месте глупая вообще ошибка, но что есть, то есть. Имейте это в виду. Итак, у нас есть два сервера. Мы, получается, боремся на количество очков. У кого больше очков, соответственно, тот и выигрывает. И что за режим такой? Мы начинаем испытание. Перед испытанием, перед входом в испытание, кто играл, кто не играл, по-моему, битва за Тарков или как-то так она называется. В общем, это такой стратегический шутер, можно сказать. Когда у нас есть инвентарь, мы берем с собой в бой снаряжение. И здесь похожая схема, правда, довольно-таки простая. Во-первых, у нас есть ключики вот эти. У нас здесь есть кнопка «Купить», и мы здесь можем купить либо усиления. Они причем применяются сразу на старте. То есть мы вот одно купили. Это у нас на увеличение урона на 40%, а это у нас увеличение защиты. Точнее, снижение получаемого урона на 40%. Есть еще чуть подешевле они, на 20, то есть в 2 раза меньше. Соответственно, в 2 раза меньше они стоят. Но я беру сразу такие большие. И покупаем мы их на очки. Те же самые очки, что вы видели, которые идут в зачет серверам. То есть по которым смотрится, кто определяется, кто побеждает. То есть какой из серверов побеждает. Это вот главная валюта, единственная, по-моему, этого режима. Это вот эти вот очки, как они называются, значок сбора. Вот он. И мы на них покупаем здесь вот в магазине вот эти вот штуки. Мы ложим их в инвентарь, и они на старте нашего, как это назвать, исследования, можно сказать так, они применяются автоматически и действуют во время всего исследования.
Также у нас есть ключи, которые мы используем. Каждый ключ используется на открытие сокровищ. Это вы увидите чуть попозже. И вот эта вот штучка, да, вот здесь, которая указана здесь, и возле каждого предмета, это вес. Вес этого предмета. То есть у нас есть ограничения по весу, которые мы можем взять с собой. У нас есть разделение инвентарей на личный и на сумку с фамильяра. В чем разница, в чем вот смысл вот этого разделения? Смысл в том, что в этом сложном режиме у нас сохраняется, как мы видим, здесь условия указаны. Мы вообще можем выбрать 3 режима, да, сложности. Самый легкий, но здесь меньше бонусов, да, но зато все трофеи сохраняются. Средний и, соответственно, самый сложный. Здесь самые высокие добычи, но самая высокая сложность. И при этом, если мы умираем, то есть мы не сможем справиться с противником, то у нас все вещи отсюда, которые мы накопили, насобирали, они пропадут, то есть исчезнут. И сохранятся только здесь. Для этого здесь вот это вот разделение на личный и на сумку фамильяра. Имейте это в виду. Но я сразу скажу, что мне кажется, что нету смысла выбирать какую-то сложность из этих. Почему? Потому что мы можем заходить в этот режим и ни с кем не драться. То есть ни с кем в бой не вступать. Мы спокойно можем накупить ключиков, понаоткрывать сокровища и все. И уйти. С тем, что мы найдем. Да, у нас меньше шансов максимально набрать награду. Зато у нас есть гарантия, что мы ничего не потеряем, и при этом мы собираем очень много очков. Итак, выбрали сложность, набрали то, что нам нужно для похода, да, вот эти вот усиления и вот это вот ключи. Здесь у нас есть описание, но это лучше, как бы, да, в процессе видеть. Более наглядно, более понятно. Есть ограничения по весу. Соответственно, у нас в день доступно 5 походов. 5 всего. Мы можем потом заходить, когда они закончатся, но при этом мы не сможем получать никакие вот эти вот очки и не забирать никакую награду. На то, чтобы начать вот это вот исследование, то есть поход, мы тратим 2000 очков. То есть на все действия мы здесь тратим очки. И давайте начнем. Здесь нас предупреждают на всякий случай, но я не боюсь, я бесстрашный серый волк. Есть здесь особенность в этом режиме. Особенность заключается в том, что на старте похода, исследования вот этого, у нас срабатывают случайные модификаторы. И они здесь указаны. То есть положительный есть и есть отрицательный. Они случайные. Каждый поход у нас будут разные эффекты. И плюс ко всему нам здесь сразу пишут, что вот эти вот зелья, которые я взял с собой, они уже использованы. И в зависимости от этих эффектов и плюс тех эффектов, которые у нас есть на противнике здесь вот. Это вот у нас противники, да? Вот они, эти эффекты указаны, отрицательные, положительные. Нам нужно выбирать тех противников, которых мы можем победить. В сложном режиме здесь довольно-таки серьезные противники. Очень серьезные противники, поэтому нужно быть очень аккуратным. И вполне возможно, что вот этот последний режим сложности, он не для всех, не для всех. У меня здесь команда вот такая, она очень даже, да, видим, что не совсем простая. 5-е пробуждение, все эксклюзивные герои, то есть да, я могу себе это позволить здесь. Но в нашем реальном мире, так сказать, на глобальных серверах здесь надо будет гораздо аккуратнее. И что представляет собой поход? У нас есть карта. Вот эта вот карта, да, видим мы ее. На ней отметки сокровищ и боссов. Босс красный — это основной босс, самый главный босс. Вот эти вот, которые темненькие, это промежуточные. Чтобы добраться до главного босса, мы должны победить промежуточных боссов. Вот они. Они нам преграждают путь. Также вот эти вот сокровищницы, вот эти вот, как их назвать? Контейнеры, что ли, указаны на карте. Это у нас сокровищницы. Они дают всему серверу очки. Всему серверу. Ну, всем игрокам имеется в виду, да, на сервере. Дают очки, поэтому их надо открывать. Что за карта такая, как мы передвигаемся, что здесь вообще происходит, помимо этих боссов и сокровищниц, да, которые дают очки? У нас есть топливо. Вот оно здесь указано. 100 единиц, да? Также мы нажимаем сюда, и в зависимости от доступного топлива у нас меняются модификаторы. То есть, когда у нас уровень топлива падает, у нас уменьшается наносимый урон и увеличивается получаемый урон. При этом трофей в бою у нас видим, что процент увеличивается. Судя по моему опыту, вот эти бонус трофеев в бою, то есть само количество наград, оно не меняется. Я так понимаю, это шанс на получение более ценной награды. Потому что я бил противников на вот этом уровне, когда у нас плюс 60%, и я получал то же самое количество, что и обычно. Поэтому я сделал такой вывод, что скорее всего это влияние на редкость. На шанс получения более редкого сокровища, скажем так. Как мы передвигаемся по этой карте? По этой карте мы передвигаемся вот на таком вертолетике, и мы тратим на передвижение топлива. Вот они, клеточки обычного цвета и клеточки зеленого цвета. Что это за цвета? Для передвижения по клеткам нам нужно тратить каждый раз 10 топлив. 10 топлива за каждую клеточку. Но есть вот здесь кнопка. Глазик, да, вот этот. Мы нажимаем и держим кнопку, да, эту. И мы видим вот эти проценты. Это процент заполнения каждой клетки. Это значит, что мы можем заполнить эту клетку на 100%, и она станет зеленой. И когда она становится зеленой, мы тратим 0. Мы тратим 0 топлива. Вот этот значок
Это он указывает, сколько топлива нам нужно потратить для того, чтобы добраться до той клетки, которую мы указываем. И когда мы передвигаемся по зеленой, как я уже сказал, да, видим, что 0. То есть, когда она зеленая, 100%, тогда мы можем по ним свободно сколько угодно передвигаться. Как мы заполняем эту клетку на этом поле? Каждый раз, когда кто-либо, то есть вы, либо кто-то еще, проходит по клетке по определенной, он добавляет 10%. То есть, чтобы 100% здесь было, да, заполненности, нам нужно 10 раз по ней пройти. То есть нам, либо нашим союзникам. Соответственно, этот режим, он, естественно, подразумевает, что много игроков будет, и они будут играть активно. Соответственно, здесь у нас видим, что уже протоптали эту дорожку, и мы здесь подошли уже к боссу. Итак, сокровищница, она вот здесь вот, я уже показал, да? Вот это. Сокровищница. Мы ее здесь уже открыли, то есть все, которые нам доступны, мы открыли. Что еще есть на карте? Есть вот такие вот красные, да, светящиеся противники. Это сложные противники, написано элитный бой. У них здесь сильнее условия, то есть в сторону негатива, сложности. И есть такие простенькие, попроще. Видим, что у них здесь нет никакой подсветки такой агрессивной. Это у нас обычный бой. Здесь и уровень поменьше, и модификаторов, по-моему, поменьше отрицательных. Соответственно, то есть если вы боитесь, да, что вы проиграете, тем более режим сложный, лучше начинать, конечно же, с простых. Также здесь надо учитывать модификаторы. То есть здесь у нас модификатор есть и на стихии, как положительные, так и отрицательные, да, и на определенные эффекты, которые могут быть более болезненны, скажем так, чувствительны к тому, какая у вас команда доступна. Здесь разные противники, разные модификаторы, соответственно, разные стихии, то есть плюсы-минусы для разных стихий. Соответственно, нам нужно здесь иметь желательно несколько команд, чтобы у нас был выбор. Также на этом поле, помимо передвижения, помимо врагов и помимо вот этих вот сокровищ, это вот для них мы берем ключики. На каждое открытие сундучка нужен ключик. И самые ценные можно увидеть по дизайну, да, это редкие, обычные, это средние, можно сказать. И вот эти светящиеся золотые, это у нас самые ценные. Редкость вот этого сокровища, оно не гарантирует получение редкой награды. Но я так понимаю, что здесь она, как шанс выше, что ли. На открытие, как я уже сказал, каждого вот этого сокровища нужен один ключ. Также есть на карте вот такие преграды. Для того, чтобы его демонтировать, то есть разрушение вот этих преград, стоит, как видим, для демонтажа 20 единиц топлива. 20 единиц топлива. Вообще она была здесь, то есть она преграждала путь к сокровищнице, поэтому нужно здесь как-то договариваться, кто будет тратить. Либо делать это первому, кто до туда доберется. Также на карте здесь присутствуют еще постройки. Это уже постройки, которые мы строим, то есть кто-то из игроков. Всего два типа построек. Первое — это дозаправка. Можно дозаправляться один раз в поход на 20 единиц топлива. И есть еще второй тип строения, вот такой вот. Это у нас, можно сказать, как это называется? В общем, благословление статуи. Они дают нам, как видим, на 3 боя усиление. 8% к атаке, к защите и к очкам здоровья. На 3 боя. Помимо этого, здесь еще есть вот такие вот клетки. Круг призыва может призвать неизвестное могущественное существо. После победы над ними можно получить щедрые награды. Для призыва требуются вот такие вот жетоны. Доказательства победы над сильным врагом из иного мира. Я не знаю, где мы их берем, пока что я таких не встречал. Возможно, в дальнейшем мы такие начнем получать. То ли это за боссов, то ли это за... Я не знаю за что. В общем, я пока не знаю. Как мы строим вот эти вот дозаправки, либо статуи вот эти благословления? Мы выбираем подходящую клеточку, да, нужную нам, которая находится рядом с нами. В пределах одной клетки видим, да? Появляется значочек вот такой, ключик. И мы можем выбрать либо то, либо другое. Каждое строительство отнимает 40 единиц топлива, это учитывайте. И также учитывайте, что всего попыток 2, и они обновляются каждые 3 дня. Причем восстанавливаются, видим, что по одной. Каждые 3 дня одна попытка всего лишь восстанавливается. Но мы их здесь уже настроили, видим, что сколько получилось. То есть тут какого-то такого пока что плана нету. Логично было бы предположить, что их лучше всего строить вдоль линии основного маршрута. Чтобы в любом месте можно было легко и быстро либо получить баф вот этот, да, от статуи, либо получить дозаправку. И, собственно, все. Вот на первом этапе, да, пока мы еще до боссов не добрались, больше у нас здесь ничего нет. Для тех игроков, у которых слабые аккаунты, либо не хочется на это время тратить, допустим, вам режим не понравился, либо у вас нету на это времени, я рекомендую просто заходить, набирать себе несколько ключей, там штук 6-8, да, либо 5, я не знаю, и по проложенному маршруту, либо самим прокладывать потихоньку маршрут до вот этих сокровищ, вскрывать сокровища, набирать максимальную награду и спокойно завершать. Вот эта кнопка завершения. Здесь мы ее нажимаем и подтверждаем, что мы делаем подсчет. Также мы можем отступить на время. То есть мы можем продолжить вот именно этот поход, не заканчивая. Потом,
если вдруг у нас сейчас, ну, так получилось, что мы должны выйти. Либо продолжить дальше. Собирать, в общем, сокровища вот эти и завершать поход. И так 5 раз в день. Для тех же, кто хочет посоревноваться и набрать как можно больше сокровищ, да, то есть очков набрать, для тех предлагаю сначала выбрать средний режим какой-нибудь, да, сложности, а затем, если уже у вас команды сильные, если вы уже освоились, вы чувствуете, да, что вы можете лучше, тогда уже вот здесь вот. Хотя вообще я бы, наверное, не тратил походы именно на 2 предыдущих режима сложности. Мне кажется, что в любом случае нужно начинать вот этот. Просто если команды вот здесь вот противники очень сильные, то просто бить вот этих. Те, что послабее. Каждый противник, которого мы здесь бьем, он отнимает 10 единиц топлива. И обратите внимание, что уже после второго противника у нас включается уже минус 30%. То есть вот этот режим. А уже после третьего противника уже 4-й. То есть 70%. Учтите это. Потому что вполне возможно, что даже слабые противники окажутся сильными в этом режиме. И каждый поход обязательно тратьте все топливо. Обязательно. Либо на постройку, либо на разрушение вот этих препятствий, либо, я думаю, что это основная будет трата наша, это прокладывание дороги. Обязательно тратьте это топливо. Ну и давайте посмотрим, как это происходит. Я зашел сюда, такой тестовый, да, показательный, так сказать, заход. Я начинаю с сокровищ. Выбираю сокровище, вскрываю сокровище. Ой, мне везет, это одна из самых ценных наград, ничего себе сразу. И у нас здесь показано сокровище, да, цветом выделена его редкость, то есть это у нас, как и в обычном режиме, да, это эпический, легендарный, либо мифический. Здесь у меня мифическая, здесь у нас масса видно, 16 единиц, и количество очков, которое оно даст, 16 500. Это очень хорошо, это мне повезло. Так, давайте вскроем еще одну. Здесь у нас уже легендарная, 8 единиц, всего лишь 3800. Сюда оно уже не влазит. Здесь... подождите-ка, влазит. У нас, кстати, я забыл сказать, у нас каждый день будет вот этот лимит увеличиваться на 1 единицу. Мы начинали с 22 единиц, и у нас, допустим, к 16 уже ничего не положишь. Ну, я имею в виду на 8 единиц. А здесь уже можно. Здесь уже влазит. И поэтому я ключики перекидываю вот сюда, а это сюда. Даже можно вот так. Получается 25. Мы можем обратно сюда ложить на неопределенное время вот эти вот сокровища, чтобы забрать потом, если вдруг оно окажется все-таки нам нужным. И таким образом производить менеджмент нашей добычи и нашего инвентаря. Так, здесь у нас не то чтобы много вот этих редких, да, сундуков. Вот еще один. И как видим, я никого не бил, да, а получил ценную награду за счет вот этих ключиков. Так, здесь уже никуда оно не влезет. Ни сюда не влезет, ни сюда не влезет. Ну и как бы стоит 10 200, то есть мне не подходит. Так, где у нас еще есть? Вот здесь еще есть. Так, у меня остался один ключик. На 6 единиц, бывают и такие тоже, и бывают еще на 4 единицы. Массы. Так, ну здесь мне надо добирать. Видим, что ключиков у меня больше не осталось. Ключиков у меня нету, поэтому мне придется биться с противником. Топливо у меня полное, то есть я очень грозный такой, серьезный отряд. Также у нас в этом режиме, если у вас противники не вызывают сложностей, есть автобой. Целых 100 попыток, то есть мы можем их проходить без просмотра анимации боя. Так же, как мы, допустим, проходим воронку. Давайте посмотрим, как это происходит. А происходит это вот так. И вот она награда, которая нас ждет. И видим, что даже на самом сложном режиме выпадает вот такой вот мусор. Ну что это за позорище? У меня самый сложный режим, да? Сложный противник и вот такое вот позорище. Ну что ж, давайте попробуем еще одного. Только уже на автобое. Ну вот это уже поинтереснее. Единственное, что оно мне никуда не влезет. Придется вот это вот убрать. А вот это вот сюда поставить. И давайте попробуем улучшить. Так, а это что? А, понял.
Давайте попробуем улучшить свой результат. Обращу внимание, что у нас здесь уже 80 единиц топлива, и уже включился вот этот режим. Ну, здесь я не смог улучшить. И поэтому я отправляюсь к следующему противнику. О, вот и здравствуйте. Я переоценил свои силы. И я потерял все, что у меня было, кроме того, что было у меня в сумке фамильяра. Вот так вот тоже бывает. Вот так вот тоже бывает. Даже с такими командами, как у меня. То есть Ирмуш плюс 5, Грешнар плюс 5 и все вот это вот. И за каждый, как здесь написано, так, я уже открывать начал. Вот это вот те самые ларцы, да, мы их прокачиваем, если получается, либо нет. И получаем случайную награду. И начисляются они, здесь где-то указано было. Это, наверное, сначала их вскрыть надо. Начисляются они, по-моему, по одной штуке за 2000, каждые 2000 очков, которые мы здесь, вот здесь вот написано. Да, за каждые 2000. Я только что вынес 6000 очков, поэтому мне дали 3 ларца. И всего доступно их 7, то есть если я наберу еще 8000 очков, то я еще 4 вскрою. И возвращаясь к теме сложности, да, может быть все-таки вот этот режим второй не лишен как бы смысла. И давайте посмотрим, насколько будут отличаться награды, которые я здесь соберу, то есть в среднем режиме. Стоит поход в этом режиме уже дешевле, 1000 всего. Тоже у нас модификаторы, как видим, боев, сложности. И здесь у нас те же самые ларцы. Давайте повскрываем их. И видим, что не обязательно идти на самую сложную сложность. Уж простите за тавтологию. На самую высокую, я хотел сказать, сложность, да. Так, здесь у нас не очень. Но, в принципе, довольно-таки неплохо. Вполне себе неплохо. Сундуков у нас здесь уже, кстати, не осталось. Хороших. Давайте вскроем один вот такой фиолетовый. Ну, да, так себе. А теперь давайте побьем противников. Надеюсь, на этот раз у меня ничего не произойдет такого, как в прошлый раз. Да, не улучшил. Буду бить всех подряд. Еще хуже. Еще хуже. Ну, более-менее уже. Можем... А, нет, оно уже не влезет никуда. Ни сюда, ни туда. Ну, а я заменю вот так вот. Что ж, давайте бить дальше. Еще раз плохое. Ну что ж, можно сказать, что все-таки сложность влияет, да, на шанс выпадения именно хорошей награды. Ну, как я, в принципе, и предполагал. И снова нет. 30 единиц топлива осталось. Давайте подзаправимся. На 20 единиц. Давайте вот это усиление возьмем. И попробуем ударить еще вот этого. И снова нет, но хотя бы доберу немножечко очков вот сюда. Ну и у меня больше топлива нету. Да, конечно, я бы мог здесь кого-то еще ударить, но здесь поблизости никого нету. А, так, подождите-ка, нет, все-таки хватает. И, кстати, я проложу уже дорогу здесь. Здесь нужно 30. Давайте-ка мы ударим вот этого. Ай, надо было вот на этой клетке останавливаться, а не вот сюда тыкать. Потому что, чтобы зайти сюда, никто ж сюда не становится, можно же биться отсюда. Я потратил 10 единиц, те, которые мне как раз-таки нужны были на бой. Ну и все, собственно все, больше я здесь сделать ничего не могу, поэтому я завершаю поход свой. И получаю 23 тысячи очков. И оставшиеся 4 вот этих шанса на вскрытие ларца. Также, я не сказал этого в начале, у нас здесь есть усиления. И мы видим, что есть общие цели сервера, то есть когда у нас усиления выдаются за то количество очков, которое набрал весь сервер. И это вот то самое увеличение вместимости инвентарей, да, +1, вот они идут. То есть их дают не каждый день, там, не просто так, а именно за очки, которые мы набираем. И есть еще личные цели. И за эти личные цели мы получаем тоже бафы. То есть если раньше в Иномире мы получали вот эти усиления, выполняя общие цели, то есть сервер выполнял, да, и мы получали их, можно сказать, даже ничего не делая, мы могли их получить, то вот эти вот теперь личные цели нам придется выполнять самим. Если мы их не выполняем, соответственно, бафы мы вот эти не получаем. А тут как бы такие весомые бафы, да, в общем накопятся, и поэтому желательно, конечно, их выполнять. Хотя бы вскрывать вот эти ларцы, я имею в виду сокровища, да,
Этого более чем достаточно, чтобы каждый день зарабатывать очень много очков. По 20, допустим, тысяч. И за время, пока действует вот это вот событие, а оно действует, по-моему, 11 дней. Оно действует 11 дней. Мы накопим, я думаю, что достаточное количество очков. Кстати, здесь еще есть какой-то предводитель, которого выбирает, по-моему, система. Но это мы потом еще посмотрим. Я пока не совсем понимаю, что это значит. Можете почитать здесь описание. Пока что все, что я рассказал, это то, что я понял. Вот они, командиры указаны. Что они делают, я не знаю, но они какие-то там действия могут выполнять. Я командиром не был, поэтому с этой стороны этот режим мне неизвестен. Ну и все, вот так вот выглядит первый этап, то есть начальный, да. Здесь есть отчет, кстати, о боях нашего сервера. И рейтинги, да, вот эти вот по очкам, то есть мы их собираем. Есть рейтинг, есть награды за места, они такие специфические, то есть не материальные в плане. Мы не сможем их потратить куда-то, чтобы усилить аккаунт, но мы можем здесь прокачать таланты, вот это вот все, то есть сэкономить хлеб. И когда мы пройдем всех боссов, да, и дойдем до финального босса, у нас здесь будет, где он здесь? Вот такой вот босс. У нас уже есть гайды от китайцев. С китайских серверов уже выложили гайд на TapTap на китайском по командам, которые лучше всего подходят для этого босса. Здесь у нас есть рейтинг по общему урону, там, я думаю, тоже какие-то награды будут, сейчас они нам недоступны, посмотреть не можем. 3 билета, как видим, доступны нам. Есть награда прогресса и есть награда за общий урон в виде 5 гелиолитов, что очень даже неплохо. Есть навыки босса, я думаю, что навыки похожи на то, что у нас было, кто помнит, в еженедельных испытаниях по битве с боссами. Что ж, дойдем и уже посмотрим вплотную, так сказать. Ну а пока на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.